Елена, и я автор и ведущая программы Artix Елена. И сегодня у нас очень необычная мистическая передача. Почему? А потому, во-первых, что сегодня пятница 13-го. А во-вторых, нашей героине, которая зовут Шелли. Привет, Шелли. Привет. Тоже недавно исполнилось 13, это правда? Да. Я надеюсь, что эта цифра 13 нам будет сегодня очень счастливая, мистическая и интересная. И хочу тоже представить маму Шелли, очень Ира. Приятно, очень приятно. Здравствуйте. Они приехали из Батьяма и с очень интересными инструментами. Вау! Да. Что это, Шелли? Это инструмент пантом. Его придумали 20 лет назад в Швейцарии. Да. И у него есть всякие звуки, только не все. Надо, если все, надо несколько пантом. И я очень люблю музыку, занимаюсь на этом инструменте, его обожаю. А я знаю, что ханг еще зовут его, да? Да. Ханг это по-русски, пантом на иврите, ханг-драм. По-английскому называется ханг-драм. Драм, Швейцария это рука. Нет, Нет, наоборот, ханг барабан. это рука, а драм это барабан. Понятно. Может, он может поздороваться? Да. Вот так я люблю всегда здоровиться, и так он здоровится тоже. Ай, как красиво, Да. у меня мурашки. Ты так легко это делаешь, можно попробовать? Вот так надо заниматься, да, что в самом начале А почему не он очень меня не сложно, отвечает? Потому что надо тренироваться, я уже много тренируюсь, поэтому у меня уже, да, получается, и тогда... А, это надо в самом еще и начале уметь? У меня тоже, да. А так с первого взгляда вроде купил и сразу играешь. Да, мне тоже Да? казалось, но я такая игра чуть-чуть слышала, и потом я решила, мама, я хочу найти учительницу или учителя. Да. Во нашла. сколько лет ты начала играть на Это этом 8 инструменте? лет, да. У мамы 8. есть большая студия музыкальная, она работает с детьми с проблемами. И я просто увидела этот пантом 5 лет назад и влюбилась, как было много инструментов, у меня такого не случалось. Только Ты слышала именно его? на него, да. Я сказала, мама, срочно, пожалуйста, хочу учительницу или учителя. Так было? Вот 5 Да. лет назад я его купила просто со вторых рук, так как он очень дорогой, купила его со вторых, даже с третьих рук для студии, для того, чтобы Да. работать с детьми, как еще арфа, гонги, тибетские тарелки, никак не могла подумать, что будет такая любовь, такой роман. Вы говорите, это первый, а что еще есть? Да, это второй пантом. А это уже Нет, второй? это Шеллен второй. второй пантом. А, Да, да. а первый, это было мне, купили его в 9 лет. Построили. Да. А, да, строить Мастер надо еще. построил специально для Шелли, для ребенка. И чем он сделал, отличается от обычного? Он ничем не отличается от обычного, Просто разные звуки. только разные звуки. В первом... То есть звуки можно заказывать, Да, какие ты да, хочешь, мы да? А заказали. как ты решила, какие звуки ты Ну, хочешь? я думала, что, может быть, в ре, как мне подходит, потому что я люблю тоже А ты петь. еще и ноты знаешь? Да, мама мне учит, она тоже учит на пианино некоторых. И я училась, Некоторых. Да, хорошо. Ну. 2 инструмента, и таких дорогих. О. Я вот... Расскажи вот немножко, второй, как ты купила эти Вот инструменты. второй инструмент, и мне так первый понравился, что я решила, что хочу тоже сама заработать, чтобы тоже помочь собрать на этот инструмент, потому что очень дорогой. Так, когда мне было... То есть мама тебя не балует, если захотела, и все и есть, да? Да. Ты понимаешь, что это Да. дорогая вещь? Вот на бат-мицве так куча денег мне дает. И плюс я еще решила одной девочке, там я ее учу йогой, иврит, и То есть сама бейбиситер делаю. Да. зарабатываешь на инструмент. Да. Молодец, умница. И помогаю детьми, которые у них есть с проблемами всякими, например, Девочка. Есть несколько моих учеников, которые просят Шелли провести урок йоги.
Именно она, чтобы провела. Только она, даже А, одна и мама попросила только меня, она? да, попросила, А мама что- снимала. А я да. да, должна Ты снимать, и молодец. девочка потом смотрит. И дети аутисты, им тяжело концентрировать свой взгляд. Мгм. А на Шелю они смотрят прямо в глаза и делают, выполняют все, что она говорит. Да, в самом начале они так Фантастика. чуть-чуть не очень, а потом я замечала, что они начинают смотреть, и мне это уже нравилось, не знаю. Очень нравится. Может, эти звуки тоже расслабляют, и ты сама Да. такая милая. Мгм. Мне очень нравится играть на нем, и это меня тоже расслабляет. Я так Я знаю, могу что у тебя очень каждый много, день это играть. очень много идей. Очень Да. много идей, да? Ты сочиняешь сама песни, ты записываешь видеоклипы. Это правда? Да, я придумываю сама песню, это песня про природу. Мгм. Я придумала про пустыню песню, про... Это была самая первая песня. И про облака, лесные чудеса, и еще многие Вот песни. мы некоторые да. песни здесь на нашей Да, программе увидим и дадим нашим зрителям тоже посмотреть, порадоваться. Честно скажу, я первый раз, когда увидела, я удивилась. И я думаю, что нашим зрителям тоже надо это почувствовать. Да. А вот учитель, который до сих пор меня учит, он меня учит всякими упражнениями. А вот произведения и слова я придумываю сама. Мгм. И первое выступление это было, когда мне было 8 лет. И я хотела ему сделать как сюрприз. Я вместе выступила с моей сестрой Майян. Она играет на виолончели, занимается у нашего дедушки. Вы музыкальная семья. Вот у Да. дедушки это редкий случай. Да, и она очень его любит и занимается до сих пор. То есть дедушка ее учитель. Да, я Да. думаю, что если бы он учил на трубе, она была бы... Да. Она просто очень любит дедушку, уже много Да. лет с ним. Да. И ее мечта тоже быть актрисой, и она очень мечтает, продолжает просить и пытается это исполнить. Да. Круто. Расскажи немножко, вот мы сейчас поставим видеоклип, который называется Alien, да, инопланетянин. Расскажи немного об Да. этом клипе. Это планетянин Это самый последний клип, как я знаю. Что ты... Предпоследний. Ну, Предпоследний? предпоследний. Но последняя наша съемка. да. Последняя съемка. Вот Расскажи этот, чуть-чуть, и мы Пантом, поставим. Мгм. Я когда придумала сначала первый, я его придумала, и я такая смотрю на Пантом и думаю, это очень похоже на летающую тарелку. Давай придумаю песню про планетянин. Мгм. И потом хотела дальше, а то как он вернется. Я придумала второй, что второй планетянин заберет его обратно. То есть был Да. уже один, первый. То есть и Когда сюжет... Шеле было 8 лет, был Да, первый. сюжет. А когда Шеле это уже исполнилось продолжение. 12, это второй. Ой, мы сейчас дадим интригу нашим зрителям, и у тебя есть YouTube-канал, они Да. смогут посмотреть и первую часть. Да, Я думаю, Шелли что им Йога понравится. Мьюзик, и тоже в Инстаграме, в ТикТок, Нет. все то же Супер. самое. Но костюм тоже Шеллин. Это И идея- костюм, и идея. сюжет, и сценарий сама написала, музыку сама написала. Но Ты костюм- режиссер была костюм там, да? мы сами вырезали Да. ткани и сами Ой. его сделали Очень с моей интересно. подругой. Обе Все, я еще раз хочу посмотреть. Смотрим. Инопланетянин. Away, I've been there.
просто фантастика, действительно, это уже фантастика, да? Такой инопланетянин, очень, очень милый. Скажи, пожалуйста, как ты сочиняешь музыку? Как тебе приходят эти например, идеи? «Лесные чудеса». Я была в Литве, это такой красивый лес был, что я все время пела «Лесные чудеса», каждый раз повторяла. Я думаю, может быть, я придумала песню про лесные чудеса, и я придумала. По-английскому мама мне чуть помогла, потому что тогда еще плохо знала, это мне было 9 лет. Да. И вот так я придумала. И остальные также. Ты даже и в Литве была? Да. А ты знаешь, что я тоже из Литвы? Да. Мама мне рассказывала, тогда я А. подумала про это рассказать, например. Да. Очень классно. Тебе понравилось в Литве? 4 Да, раза так отдыхали. красиво Да. было. Вот именно лес Хороший мне лес. нравилось. Да, я один раз даже Наверное, ты оленя. была в Друскиненькой. Да. Я угадала? Мы жили в одном и том же доме 4 лета подряд и купили Ой. велосипеды. всей Там осенью семье. очень красиво. Да. Что-то И невероятное. я лес. видела, даже олень такой пробежал в лесу. Значит, Так, в твоем секунду, творчеством да. есть парит и какие-то Животные. какие-то Шелли. литовские Да, и я мотивы. такая пою, а все животные слушают и убегают. Правда, такие. были зайцы. А, Она да? Шелли ехала на велосипеде, Я все время заяц пела. не видела, какие-то уши видела большие, я не уверена, кого это было. Может, инопланетянин? Кто-то вышел послушать. Ага. Шелли, расскажи, пожалуйста, вот ты услышала первый раз, тебе понравилось, а когда ты сама играешь, что ты чувствуешь? Я чувствую, что как будто бы я кому-то пою, например, моей подружке или бабушке, или сама себе. Просто очень нравится петь. Что ты чувствуешь, когда ты удар делаешь, когда рукой, Я вот и звук? расслабляюсь вот так. Тебя это расслабляет, Да, да? очень. Действительно, это расслабляет. Она немножко вот играла перед передачей, я почувствовала, какой-то у меня ушел вот такой... Это очень-очень Напряжение, успокаивает, напряжение успокаивает, какие-то вибрации, волны. О, Да. Сыграем действительно, за сыграйте место. немножко. Ну вот, например, вот этот инопланетянин, который мы увидели, это другой пантом, но Мгм. попытаюсь его Только сыграть. коротко, Да. хорошо. Мгм. Вот коротко. Да. Очень красиво, какие звуки, волшебные такие просто, да. Уходит Как будто ты напряжение. уходишь Да. куда-то в космос какой-то, да, открытый. Как Замечательно. Это действительно, когда ребенок каждый день слышит такие Да. звуки и творит, да, и ты даришь и другим детям тоже радость. В данном случае я не мешаю. И стараюсь с нашим другом Валерием Лапшов, мы едем и снимаем клип. И Шелли говорит, каждые 30 секунд, что нужно сделать. Расскажите немножко, как вот происходила вот съемка инопланетянина. Мы Вот приехали когда в 50 градусов жары. Я да. случайно вот... да. 50 градусов? Нам не повезло с погодой на Мертвом море, а это единственное место, которое похоже на Да. какое-то инопланетное что-то. Вот расскажи. Вот как мама ты? мне рассказывала, как я чувствовала, что что-то стекало. А мама мне рассказала, что это глаз такой. А у Чуть-чуть тебя был как нарисованный горочка. вот этот глаз, Да, да? это наклейка была Ага. такая. и Маян Маян сделала. мне сделала, моя сестра. И как горочка такой стек на нос. Да, Но это Шелли было смешно. снимала 5 часов подряд. И было видно, даже на клипе видно, что она еле прикасается к инструменту. И на следующее утро у нее все пальцы были подушечки красные, и слезала кожа. Я спросила, почему ты не пожаловалась? Мы бы тогда сделали, сократили. Она говорит, ну я хотела, чтобы все было снято. Ты терпела, это ожоги были Ну, уже? она, да, Мне ожог. почему-то не было так больно на следующий день только. А там, когда я снимала, мне почему-то ничего нету, только на следующий день все. Но ей очень Да. хотелось траву найти на Мертвом море и какие-то красные цветы. А вот эти красные, это все Она на нашла- Мертвом море? Да, Да. рядом. Это Я еще удивилась, откуда Рядом, такая это над Мертвым зелень, морем. еще такие Над. красные. Я видела издалека, прямо светило солнце на это. Я прибежала туда, к этим цветам. То А есть траву это я... чудо как-то просто. Какое-то Да. чудо, что ребенок видит что-то, и оно ему встречается в местах, где даже нереально это А встретить. самое смешное, Действительно, да. ну Какой- это в я- пустыне, как найти колодец, да? Да-да. Самое смешное, это как бы я хочу траву, такая поворачиваюсь, смотрю, и рядом со мной трава, это было смешно. А может, она выросла, когда ты захотела? Может быть, не знаю. Там были кустики, я такая зашла, и там трава. Я тоже обратила внимание, вот когда смотрела этот клип дома еще,
что как-то странно тут вдруг зелень, песок, и вдруг зелень. Думаю, Да. а может, вы сняли где-нибудь там в Нет. лесу каком-нибудь Нет, и склеили же Это было это в том же видео. самом, Да. Да вы что? Там же мы сделали песню Невероятно. «Волшебный мир», и через 5 часов съемок Шелли сказала, я хочу там небольшой отрывок из другой песни, которую она подарила мне на день рождения. И вот Да, вчера «Волшебный мир». вышел этот клип. И вот она переодела платье, улыбнулась и с той же самой волшебной улыбкой Да, мы в снимала. тот же самый день. У нас был солнечный удар, мы уже не могли больше это... Но Шелли как будто было прохладно и хорошо, и все в порядке. Только на У следующий нее была день. цель, да? У меня всегда, когда я снимаю, все нормально, а на следующий день уже все чувствую. Да, интересный очень действительно инструмент, и вы сами такие необычные Да. девочки. И я хочу немножко рассказать, вот у нас видео, конечно, есть, но мы немножко поговорим, может, после этого, как ты начала вообще вот в музыку вошла, сколько тебе было лет, не именно с Да. этим Да, может быть, инструментом, да, расскажи Может быть, коротко даже когда я очень, была в скажи. животике, знала, А, что да, там это уже тогда случилось? Может быть, даже слушала музыку, потому что мама ехала в многих выступлениях или неожиданно. сама делала. А когда я родилась, я только улыбалась и плохо очень разговаривала. И, Почему? ну, в садике, когда был последний год в садике, мне сказали, что у меня есть дислексия. А я спросила маму, а что это дислексия? Мама сказала, что это такой талант. И я поверила, мы делали всякие упражнения, многие, и пели песню с этими упражнениями. И самое любимое упражнение это было про вот радугу, потому что когда я была маленькая, я очень мечтала дотронуться до радуги. И один раз мама мне рассказала, что я прямо крикнула, что я дотронулась до радуги. Ей помогло именно музыка, да? Есть Вот очень много дислексия. упражнений. Для меня, как мамы, это было очень сложно, потому что я занимаюсь с другими Да. детьми. И своего ребенка невероятно сложно вести, но мы это сделали. Шеля ко мне стучалась в кабинет или в комнату и Как будто говорила... бы она учительница. Да, как будто мы делали какую-то вот такую вот игру. Говорила, можно зайти, здравствуйте. Правда. Как будто И не к она маме, ты занималась пришла со к мной каждый учительнице. день по полчаса. Есть разные упражнения на дислекцию. Например, можно ходить восьмеркой, но в это время смотреть прямо в глаза, кидать мячик и читать стихи или что-то говорить, а мы пели песни. Это мы сами придумали. И когда, потому что я знала, что дети заикающиеся хорошо поют. А вот расскажите, может, есть у нас среди телезрителей, расскажите, какой пример, что вы делали, как вы Ну, вот, пели? например, Дайте пример. если я сижу как учитель здесь, а передо мной вы ходите цифрой 8 и смотрите мне в глаза в это время, кидаете мяч и отвечаете на вопросы время когда? время ходьбы. Во время ходьбы я могу спросить, сколько будет 58 плюс 30 задание. взрослого человека. Маленького ребенка могу сказать, сколько будет Сколько 3 ей плюс лет 1. было тогда? Ей было 6. 6 лет, и она можно еще сказать, плохо 6, говорила. Она очень плохо говорила, только двумя фразами. Она сейчас прекрасно говорит. Да, да. И она вместо разговора пела, она все пропевала. Мне 6 Петь ей было лет, и вот она пела, легче, она да? пела. Смотреть в глаза и петь, отвечать на вопросы. Мы стали петь песни Леи Гольдберг. В конце у нас было 15 песен Леи Гольдберг со всеми словами. Сказать она не могла, но спеть могла. И Репертуар. в результате как раз был конкурс «Калейдоскоп талантливых детей». Да? Я находила в детский сад. Да, это как было раз. самое первое выступление. Я так очень мечтала на сцену. Мама мне рассказывала, когда я была маленькая, мы ходили какой-то на концерт, я залезала на стену Ой, и, даже не помню. и мешала в середине их выступления. Так 6 лет ты уже Да, я участвовала в конкурсе «Калейдоскоп», и что? Я пела там песни, я еще не училась на пантоме, я не знала даже, что это пантом. Был у нас маленький пантом, но придумали сначала этот, а потом уже эти все. А 5 лет назад уже Да. мы купили этот Так на этом пантом. вот Да. конкурсе. Ну, Мы заняли. спели вот эту вот «Радугу», вот именно песню мою любимую. Я заняла первое Какая умница. место от зрителей. да Это ты был что? один кубок зрительских симпатий, потому что там Ой, было очень классно. Да, вот классно. первое выступление. Мгм. Ты Потом- еще участвовала в каких-то конкурсах? Ну, я, конечно, не очень люблю конкурсы, потому что я знаю, что все дети и взрослые, они талантливые.
все, Все. да. Шелли всегда жалко очень. Да, тебе жалко. Было Да. Там был случай какой-то, расскажи, мама расскажет, мне Мы кажется. выступали что... на про приз. фестивале талантливых детей «Калейдоскоп». Да. И мы выступали в категории «Взрослые дети», потому что М. Шелли и Маян, они даже взяли такое название своей группы Да. «Ширель Sisters». А. Играли вместе «Пантом» и «Виолончель». Да. А мы присоединились. Мы — это я, Ира, и моя подруга близкая Инна со скрипкой. Я играла на сантуре. М. И это для меня было Я тоже даже не знаю, первый, что это. это как гусли. И А. я не струнник, я пианистка. Для меня нужно было выучить все струны О. и сыграть. Это было очень интересно, очень. Да, я Мы помню, выступали в категории «Взрослые дети», и Шелли выступала в категории «Индивидуальный», был дуэт. И в результате нам дали гран-при. О. И я Да. помню, что Шелли очень обрадовалась, и через минуту она сказала: а можно мне передарить этот приз девочке? Она мне так понравилась. Это была девочка с Украины, Валерия Лысенко. Она играла на юкелеле и пела. Да? Да, Ты мне для нас очень Добрая понравилось. девочка. То есть Шелли не гоняется за призами, но это было Да. очень волнительно. Действительно, Ваня, Да. ну, Я молодец. помню, что это было прекрасно выступать со своими детьми. Тебе понравилось, да? Да, очень. Я даже такая играю и не знаю, ощущение, как будто бы я играю кому-то, вот сама себе, и такой свет мне в глаза, не вижу никого и сама себе играю. Только вот те, которые на сцене были. Да. Замечательно. Посмотрим видеоклип, в детства. котором мы увидим все твое детство, свои Да. первые Шелли его сама видео. сделала. Да, я сама. А, вот, кстати, Шелли сама делает видеоклипы. Вот мы сейчас и посмотрим. Все, а теперь... Привет, кошка. Ты любимая такая, самая лучшая, родная моя. Спасибо. И клик. Я падаю. Шалом, шабаты. זה מה שאני ניגנתי בפנתר. עכשיו תצמאו את העיניים ואני אנגן לכם וגם.
Шелли, я вижу, что ты не только занимаешься музыкой, Да. но прекрасно, очень интересно, такая обаятельная девочка. Я видела еще, ты йогой занимаешься. Да, я хочу еще рассказать смешные моменты, которые Да. я там добавила. Например, как я хотела спеть моей сестре песню на днем рождения. Я не знала, где микрофон. Тогда взяла кактус и спела. Или мой дедушка говорит, нету пульта, у нас только один пульт, как мы будем заниматься? Я крикнула, я буду пультом. Пульт Я это держала. Питер, да, Да. который держит нотки. И я держала, но мама мне рассказывала, когда я была маленькая, я не могла просто так стоять, тогда любила всякие рожи делать. Да. Ну, йогой мы... А вот йогой, например, хочу рассказать про мою подружку. Да, пожалуйста. Вот когда, она была самая первая моя подружка и лучшая для Как меня. ее звали? Ее зовут Лия. Да. Конечно, к сожалению, в 4 лет она заболела раком. И мы начали заниматься йогой и медитацией. Моя мама нас учила. До 8 лет она, конечно, ушла из жизни, но успела придумать 44 сказок про антилопы с чакры сердца. Да, и она мне сказала, чтобы я нарисовала эти рисунки, а маму, чтобы она сделала книгу. Издала Музыкальную. книгу. Это музыкальная. Это музыкальная аудиокнига, да? Да. какая-то? Да. Но я вижу, что-то у Я- вас в Да, руках. она Хочу- сказала, что Да. вот эти вот все книжки она хочет, чтобы детям дать, чтобы у них были хорошие сны и были здоровые. Как красиво. Это такая миссия была у этой девочки милой, и память о ней, я думаю, будет очень долго, так как мы завелись с Шелли. Это было поручение очень серьезное. Ну да. Мы обещали на многих языках в мире издать ее сказки. И на сколько Мы сочиняли их вместе. И каждый урок, который я делала лички, музыкальный, я оформляла в 5-минутку. Пересылала ей, играла и сказку ее рассказывала, и она очень хорошо с этим спала. И так мы создали целых 44 сказки. То есть если вместе все сложить, то получается Можно 6 посмотреть? часов музыкальных медитаций. А это, да, антилопы, мы вам подарим. Этот, Ой, спасибо. Я с это удовольствием благотворительный прочитаю. проект. Да. И мы насобирали денег на Head Вот Start. это сама Лея, Да, вот на вы 3 дай языка. фотографии, покажу, То как есть сейчас- красиво и становится. Действительно, сейчас если есть- можно, в камеру вот показать. Сейчас есть эти книжки. Да. И раньше, 2 года назад, это было актуально, компакт-диск, но сейчас мы все перевели в дигитальное. Можно спать и слушать сказку про антилопу из чакры сердца. А это символ. В каждой чакре есть символика. Например, 6-7 символов в каждой чакре. И с музыкой вместе, конечно, сразу быстро спишь. Да. То есть ты присоединяешься и думаешь о себе. И музыка, И я о так том- понимаю, тоже с этими музыка Шеллен чудесными. Баханг, очень много Шеллена инструментами. Баханга, очень много разных вот таких. И тут что-то вот. Да, и вот есть маленький Ой, белый как красиво. слоненок, он летает в чакре горлышко и машет своими белыми ушами и поет «Хей, хей, хей». Ой, Потом как антилопа красиво. побежала, Шелли играла очень быстро. Побежала, антилопа, побежала, да. И разрешает она разные трудности, сталкивается с трудностями, разрешает разные испытания. А Чили верит в то, что любовь всегда поможет и победит. Да. И вот это приятно, приятно, приятно прослушать и заснуть. Это очень. можно в Ютубе тоже послушать? Это Или можно, где? это очень интересный проект, Расскажите. который создался благодаря многим людям, так как мы собрали деньги от Head Start на издание книги, это дорогое удовольствие, и издание веб-сайта. Это веб-сайт yogatales.com. Вот он, yogatales.com. В нем можно прослушать 44 сказки на английском языке, 44 сказки на русском языке. Это оригинал, так я учила личку, там только сняты шумы. И 44 сказки на иврите, то есть мы перевели. Это большая, За, огромная работа. Это мы 4 года этим занимаемся. Да. Перевели на 3 языка и хотим сейчас продолжить и переводить уже на итальянский. Есть у меня подруга в Италии. Может, на литовский На хотите? литовский можно перевести. Я могу вам в этом помочь. Потому что Лина мечта, чтобы спали дети во всем мире хорошо. От этих сказок, вот от этой музыки
Если вы слушаете сказку моим голосом на иврите и на русском языке, на английском прилетала милейшая девушка Лиза Гордон из Америки, это ее родной язык. Она прилетела на 3 месяца, осталась на 3 года у нас. А сейчас она улетела делать докторат по психологии по этим сказкам в Гавайские острова. И будет, наверное, там целый сюжет продолжения. Я хочу еще раз Стала сказать. сестра фактически Шеллина. Вот клип про мое детство, если вы увидели, там и собачка Мия, это наша собачка, и она её Которая спасла. йогой занималась тоже с тобой Да, вместе. наша спасла, мы вместе спасли с этой Лизой, это она нам привела эту собачку, мы вместе за ней ухаживали. И я замечаю, когда я играю на инструментах, она поет ау. Я решила ее научить петь, и когда я вот так поднимаю, она поет. Но она такая важная, как будто бы она поет, когда она хочет, как будто бы она такая И важная. вот эта собачка, она Да. все прослушивала сказки. Это как раз собачка появилась 2-месячным щенком, когда мы стали создавать сказки, поэтому она очень музыкальная. И Она мы тоже их, выросла, каждый как и день, Шелли, да, в мы- музыке, Я да? спала очень мало часов Кстати, да. ночью, чтобы как можно больше успеть создать. Все, я вам обещаю, на литовский, если захотите, я Да. с удовольствием Вот йога, я переведу и делала помогу йогу, вам она даже озвучить. да, легла на мой коврик и делала со мной йогу. Просто лежит, я делала... Да, эта собачка особенная, она выросла Да. на йоге и на музыке. Эти Ой, сказки... а кто рисовал? Это Шелли на рисунке. Ой, Да, Шелли, это ты я красиво нарисовала. рисуешь очень. Я, конечно, не училась рисовать, но мне очень нравится, как я рисую. Поэтому Очень ей интересно. очень понравилось, поэтому она мне попросила Я помню, что нарисовать. Очень когда интересно. Личка сказала Шелли, я хочу, чтобы ты разрисовала, это будет книга. Это фактически было за месяц до ее смерти. И Шелли говорит, ну я не умею рисовать. А Лия посмотрела на нее и сказала, ты умеешь. Ты умеешь. И как раз мы улетели в Литву, если ты помнишь, и Шелли рисовала рисунки под яблоней. Не в Булгарию? Нет, это было в Литве. И когда-то она должна была нарисовать рисунок со слоником и яблочком, который упал, и упало да, это в яблочко Литве. тебе прямо... Почти на голову. Да. Почти. То есть какие-то Но он были упал на мистические рисунок. вещи, и она его срисовала. То есть вот, она рисовала интуитивно. И это только начало этого проекта. Вот мы создали 3 языка, и на русском языке есть шанс на жизнь в Израиле, который помогает деткам с Украины, из России, и обрести какой-то покой душевный. Да. И мы с Шелли помогаем там деткам творчеством. Мы приглашаем раз в неделю или раз в 2 недели деток к нам домой в студию. Шелли занимается на Да. ханге. У нее есть уже за 3 года такие детки. Например, одна девочка, которая она болела раком, я ее учила играть на пантоме, чтобы ее увеселить. И она выздоровела уже. И один тоже, который болел раком, учился у мамы на пианино, он тоже вылечился и до сих пор учится у нее на пианино. Очень нравится, я Уже слушала его. виртуально, да. Да. И тоже была одна девочка, Анюта Гартовал, мы сделали проект с ее браслетами. Вот я обожаю, как она делает эти браслеты. Я решила сделать ей произведение на эти браслеты и придумала произведение на пантоме. И она сняла клип. Прямо наш проект. А что Вот она ты сделала. расскажи про эти браслеты. Они не так себе, да, браслеты. Не Там браслеты, есть там цель, да? написано, Мы решили, да. что это сила природы в каждом браслете. Да, Разложили поэтому их на похоже. камешек на море. Они сами сняли Да. этот сюжет и сделали. Это проект детей. Да. То есть 2 ребенка хотели не рассказывать о болезни, а рассказать о силе природы, которая может дать нам силы перебороть все. Вот они сконцентрировались на здоровье. Это был очень интересный проект Шелли и Анюта Гартовел, Да. который можно посмотреть тоже на Шельном канале. Да, с вами так интересно тут беседовать, и все можно показать, но у вас Да, там материала, я не знаю, Очень. наверное, на неделю эфира, Да, а у нас да. только часик маленький, Поэтому- Да, коротенький. может быть, некоторые Поэтому- вещи я еще не рассказала. Да, поэтому мы Ну просто вот, попросим да. наших зрителей, если им интересно, они в YouTube-канале могут Да. все посмотреть. И мне кажется, что yogatells.com, если зайдут к Шелли на канал, то в описании к каждому фильму приложен также и, если вы хотите медитативную музыку, вы можете найти ее здесь. Это прямо у Шелли положено. Да. Да, потому что это Шеллин проект Замечательно. «Антилопа Тоже. в мире воображения». Да. Хорошо. Интересные рассказы. Я не знаю просто, с чего начать и какие вопросы вам задавать. Вы можете столько рассказывать. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один видеоклип, который тоже
заворожил меня, я когда смотрела первый раз. И это десерт, как я говорю, нашей программы. Десерт. Про пустыню. Но это Да. пустыня, да, про пустыню. Это моя была Расскажи самая немножко. первая песня, которую я придумала. Сочинила. Да, сочинила. И слова, и музыку. И слова, и Всё, музыку. всё. Она подумала. придумывает всегда слова. И режиссировала опять сама? Да, ну, конечно, мама мне иногда проправляла там. Слова Да. вот Да. эти на русском языке я подправляю. На иврите она придумывает сама. Это русский и иврит. И ты выступила с ней с Маян. Вот это была Да. первая песня. Шелли было 8 лет, Сестрой. Маян 9 с половиной. И они ее впервые в жизни сыграли вдвоем на международном фестивале пантомов. Есть такие фестивали в Сюзан-де-Ляль в Тель-Авиве. И со всего мира приезжают взрослые дяденьки, тетеньки. И тут вдруг 2 маленьких ребенка. Виолончели, пантом. Самые молодые участники были. Да. Самые Вот в маленькие. концерте, когда из разных Тебе не было стран- страшно? Не, почему-то не было. Я когда была маленькая, мне даже ничего не было страшно. Ну, это мама мне все рассказывала. Я помню тоже сама чуть-чуть ощущения там были. Чувствовала нормально почему-то. Я слышу, иногда некоторые боятся и все это. Ну, конечно, я тоже чуть-чуть, но не так уж. Я Потому что люблю это твоя выступать. песня. Да. Да. Ты уверена в каждом звуке, Да. который будет Например, если это слышен? не моя песня, да, почему-то зажато и все это. А вот если это моя, мне даже, если сделала ошибку, никто не знает. Молодец. Хорошая идея. Это очень хороший подход. Правильно, нот никто не читает. Хорошо, мы тогда перейдем уже понемножку к нашему видео, но перед тем я хочу обратиться к нашим зрителям. Вы, конечно, или в прямом эфире, или уже будете повтор смотреть этой передачи. Я очень надеюсь, что вы напишите свое ощущение, что вы думаете о Шеллиной музыке, и сочинениях, и клипах. И тоже хочу предложить вас всех участвовать в нашем проекте Artix Helena. Пишите мне просто заявки в свободной форме на почту helena.gaon@gmail.com. А сейчас десерт. Пустыня.
Очень красивый видеоклип. Ты молодец. Мгм. Расскажи чуть-чуть про этот клип. Этот клип, который по пустыне, да, про Так, пустыню. это я придумала, как я уже говорила, самый первый. Мгм. Сколько тебе тогда было? Мне было 8, я это Мгм. придумала, и снято вроде бы в 9 лет. Да. Вот в этом А клипе. кто снимал? Так все красиво, профессионально. Да, это это снимал друг наш. Николай Литовкин, он был, вот Олег Хадаш, он приехал из Он профессиональный, Санкт-Петербурга, он был да? профессиональный, да, Да. это Очень. просто друг наших друзей. Очень Мы всегда красиво. просим Да. друзей. Молодец. А вот инопланетянин, Молодцы. и остальные вот Это Валерий Лапшов, это друг нашей семьи, он Тоже вам прекрасно, помогает, да? просто замечательно. И его дети снимаются в наших клипах Да. маленькие. Если вы спрашиваете, я знаю, что это всем интересно. Кто это был инопланетянин второй? Ну да. Это второй, это был, Его сын. да, его Его сын. сын. Мгм. Расскажи, пожалуйста, Шелли, вот сейчас был карантин, вот эти локдауны, все сидели. Еще продолжается иногда. Да, и сейчас нас опять, наверное, не знаю, закроют, надеюсь, что нет. Ты же тоже сидела дома. И что с Да. этими инструментами? Нельзя ни концерты, Да. ни встретиться с друзьями. Что ты делала? Вот я увидела в Инстаграме, там многие делают лайв, Прямой эфир. Да. прямой эфир, я просто люблю говорить лайв. Многие делают. Я решила, что я тоже хочу научить всех детей, чтобы им не было скучно, маленьких, йогу. И тоже, например, на пантами буду им играть. Все Совмещала. перемешку, да, совмещала. И всем много нравилось, даже И чуть-чуть. смотрели Каждый дети? день, Да. каждый день. И были у тебя зрители? Были. Да, и чуть-чуть добавились тоже. Были целые да. детские садики. Молодец, Целые Вай. детские. Каждый день в одно и то же время. Это было 40 дней подряд. Вот девочка, вот Ты не уставала? мне почему-то нет, мне наоборот нравилось. Я люблю почему-то передавать, быть учителем. Вот девочка Софа, вы увидите даже в моем канале YouTube, мы вместе делаем йогу, так мы делаем для маленьких детей. Да. Йога перемешана с театром, это как театр, мы Я переодевались. видела, что вы переодевались Это там. совсем, да. это для двухлетних, для Для трехлетних совсем деток, маленьких. чтобы Да. они делали какие-то движения И с что, они могут мишками, тоже с и пчелками. йогу Да. делать? И Да, маленькие да, такие? да, если они видят такие, они решили сделать на русском отдельно, на иврите отдельно, а когда Шеля давала лайв 40 Да. раз подряд, она сама себя переводила с иврита на русский. Получался такой балаган. Да. Да ты что? Она делала это... Это же очень Да, сложно. у на меня двух стояла языках. камера на Инстаграм прямой эфир, камера на Фейсбук прямой эфир, и здесь оставила телефон для того, чтобы в YouTube потом все Да. перекачать. И так родился наш YouTube на Батмицву. Вот На этот Батмицву канал. мы решили, Мгм. что у нас есть 40 прямых эфиров, мы можем открыть канал. Да у вас уже и видеоклипов Да. сколько? Видеоклипов, да. Видите, эту Накопилось. девочку тоже Так, мы Шелли, вместе. Девочке только 13 лет исполнилось, Да, а ну у вот на нее Батмицву уже... мы открыли YouTube канал. Да. У меня, конечно, не так уж много было, но я чувствую, что добавляется. И ты имеешь в виду Да. подписчиков? Да, Это подписчиков. отдельная история. И сколько подписчиков у Сейчас тебя? только, по-моему, Уже около... 200 с чем-то. Нет, Ну. я не помню. Уже 300? Нет. 200 с чем-то. Мы на самом деле делаем, Не делаем считаете. творчество. Да. И вот Вы не это- на количество, вот этой на меркантильности качество. На следить, качество. да, Но я просто да. люблю, чтобы я не зря просто так Да, это сочиняю. Я важно, люблю, правильно. чтобы слушали. Мне очень нравится, когда говорят, вау, красиво. Мне почему-то всякие такие разговоры мне очень нравятся. Хорошо, есть еще видеоклип, который тоже очень-очень интересный, со странным названием. Баба Яга. Или бабушка. 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 Почему не баба же? Баба Потому что Яга. Это Баба мой Яга. вопрос, Шелли. Ну? Я Шелли. здесь не руковожу парадом, Почему-то я Баба только Яга, помогаю. бабушка Яга больше как Мягче. такое мягче, да. Но и- же Баба Яга, она не очень хорошая, мне кажется. Да, нет? поэтому бабушка Шелли- Яга будет А это хорошая. другая бабушка. Она Это хорошая. Да, бабушка она Яга. хорошая. Просто Поняла. даже если они выглядят такие страшные, они все равно могут быть хорошим. Говорят же некоторые люди, что они страшные такие, Да. но они внутри хорошие. Или наоборот, такие красивые, а внутри такие злые. Вайка, как она Шелли, замечает. Шелли. Вот Шелли хотела это передать. И она ходила с бумажкой, и каждые 30 секунд Валерию рассказывала, что снять.
и вот здесь дети боятся. Это дети Валеры, нашего друга, Да. который снимает нам все клипы. А здесь они сейчас сядут сюда. Ой, мы же забыли снять саму Бабу-Ягу, и уже темнеет. Мы побежали скорее снять ее. Она снялась буквально с первого раза, сделала вот эти вот глаза. Она сама была Баба Яга? Она сама Да. была бабушкой. Бабушка да, Яга. так, Извините. мы столько снимали деток, что мы забыли про то, что темнеет, и надо снять саму бабушку Ягу. Да. Побежали скорее, повесили какого-то паука и сняли эти взгляды. А до этого, я помню, Шеля стояла месяц около зеркала и репетировала свой взгляд. Сама себе Да. репетировала взгляды. Так Ничего. или так? Ничего Или себе. так, или так. Ты помнишь? Покажи, как ты это делала. Или по-всякому. Сейчас у меня зеркала нету, поэтому не знаю. Хорошо. А музыка там тоже твоя? Да, все мое. Вот там да. два пантома. Вот там, Там первый раз да. использованы два пантома. Два пантома. Оба, и один, Да. самый первый, Шеля который... придумала, Вот что этот, это второй. будет, что а это и будет второй, как два который ты котла. получила на день Вот. рождения Да. на бармицу. Да. И Шеля придумала, что как бы как Ами и Тами, что дети приходят к маме, мама это я, мне даже дали роль. И Шеля все это видит в своем котле, в котором она варила суп, как Баба Яга варит суп, и она увидела, что все хорошо, дети уже у мамы. Да, и и тогда дала она берет мою свою собачку. швабру и улетает. Швабру мы тоже Да. сделали И быстро. дала мою собачку Мию, как будто бы она Волк. пойдет как волк и нюхает, где мама. Мию мы и- снимали да. больше всего, А. потому что она ни за что не хотела идти с детьми. А, да? Но очень интересно, и вы тут рассказали. Давайте посмотрим, как же это получилось в результате по-настоящему. Ой, как интересно. Вай, красиво очень. Я думаю, что действительно наши зрители оценят твое творчество. Что же будет, когда ты вырастешь? Да. Вот вчера как раз вышла
песня «Волшебный мир». Я придумала эту песню маме на днем рождения. Мне Вот так вчера понравилось. вышел первый раз. Я думаю, да, что этот придумать клип. моей маме? Я знала, она любит музыку, любит какие-то песни. Я решила, давай придумаю песню мамы. Я видела, многие поют все время слова мамы. Я Да. думала, ну, не знаю, многие поют про маму. Давай придумаю лучше про волшебный мир. Мама это волшебный мир, действительно. А? Получилось, что ты придумала на иврите, а Да, я по-русски. сама сочинила на русском. Вот это, Перевела вот это, да. этот перевод мой. Да. Я ходила на море и думала, мне надо вот слово в слово, и чтобы это было обязательно. И 2 часа я ходила по морю, и все-таки я перевела эту песню на русский язык. Жалко, Да. что мы не поставим этот клип, но вы Он можете есть, он посмотреть. Вчера Да. вышел новый. Ира, напомните, как называется канал Шеллин? Шелли. Шелли, йога, мьюзик. Мы так назвали, да. Назвали. И Всё очень просто. лого у Шелли, она его сочинила сама, девочка с хвостиком. Да. На Луне. Стоит на Луне. Подключитесь к Шелли Шелли, каналу. йога, мьюзик. И Шелли будет очень рада подписчикам. Да. И там же можно посмотреть йога, да, наша Да, все можно посмотреть. йога Телс. И также вы И, можете... и йога для малышей там можно Там все, там увидеть. есть всё. плейлисты, Да. и Валерий Лапшов Замечательно. вдруг Да. оформляет. Мы снимаем клип, и он оформляет нам и Да, ставит я буду плейлист. рада тоже, что счастлива, вы что у нас есть такие друзья. подписываетесь в Инстаграме и в ТикТоке. Тоже то же самое. Я написать. обязательно подпишусь. Да, все то же После самое. передачи да. сразу же. А сейчас я очень хочу Поимпровизировать? попробовать прикоснуться к этому волшебному миру. Да, К этим это на звукам. этим Что попробуем это? совместно. Расскажите, что это? Это как ксилофон такой, но не прямо ксилофон, как все знали. но- Сделан из металла. Да, то же самое похоже на сделано как пантомы. Я думаю, что это дети пантома. То есть пантом 20 лет назад изобрели в А эти? Швейцарии. И вообще изобрели этот пантом 2 программиста, у которых упали 2 котла. Да. Они зазвенели по бетону, и они сказали «Эврика». И теперь они какие-то Да. очень-очень богатые И люди. здесь что-то интересное. А вот это калимба. Да, именно вот так. И можно ее первым пальцем. А сзади там вот можно так просто она- постучать. Можно А. показать? Да, покажи. Вот, смотри. Если делать вот так, сейчас. Сансула или калимба. Тогда все звуки звенят. Или, звуки смотрите. даже есть. Осторожно. Только ближе. Это Даже не получится. вибрирует. Только вот так ближе к делать. микрофону. Давайте. Это ты можешь одеть на ножку. Ой, а Это еще звук ткань вот это надо нажать. делать. Одеть Да, на давай. ножку. Вот это На обычно ножку. Шеля Да, на одевает, ножку. чтобы у нее Я было это ритм. люблю вот так стучать. Да. Я даже забыла про это, что у нас есть это. Сейчас мы возьмем. Маленькое количество инструментов, И, и например, вот так. Давайте попробуем. вместе это очень Ну, давайте вместе что-нибудь. интересно, да, что Да. получится. Окей. Это вот этой можно? Можно, да, можно любой, можно. Только Несколько главное, главное вот тут вот, да, в конце. Хорошо. Да. Давай ты, значит, задаешь Окей. нам ритм. Такая легкие. Прям как Баба Яга. Но в хаосе звуков можно найти мелодию. Вот сейчас она Да, образовалась. мы в самом будем начале. Да, сейчас будем искать. Так же, как мы приходим куда-то, где многие люди шумят, и можно все равно услышать себя. Да? Можно закрыть глаза, чтобы слышать лучше. Поиграй нам только на деньги, например.
Вау. Действительно успокаивает, это Ни интересно. да. один из Хлопков. этих инструментов не настроен на другого. Да, У каждого вначале инструмента какой-то хаос, разные звуки. но надо найти эти подходящие, Мне кажется, чтобы... вот я вдруг сейчас подумала, что вот есть разные люди, прямо ко мне пришла эта картина сейчас, и совершенно разные люди, если начинают разговаривать вместе, но у них есть какой-то общий знаменатель, например, любовь к музыке, Да. они обязательно найдут общий язык. Ну да. Да-да. Тут действительно потом начинаешь уже понимать, где вступить и в какое-то нажатие, И которое не подходит, Легко, может быть. когда Ну, звуки да. настроены одинаково, Ну и да, здесь сложно, они все когда совсем разные разные, очень. и все равно можно как-то объединить. Даже так? в этом Да. диссонансе как-то Да. получается что-то Да. такое Я интересное. Я помню, что я один раз Ну. была в фестивале, там просто много людей было, и дали инструменты, все разные звуки. Такой был шум, я сделала круг, а потом уже было так красиво, в самом начале не очень, а потом красиво было. Ну, если бы мы порепетировали еще Еще полчасика, часик, то я думаю, что можно и на сцену уже, да? Да. Классно. Так, о мечте я хочу спросить у тебя. У каждого человека, Да. и у ребенка, особенно и дети любят мечтать. Ты мечтаешь о чем-то конкретном? Да, Уже у как- тебя столько всего есть, конечно. Вот я мечтаю быть популярной, чтобы всем сказать, даже если у них есть какие-то проблемы, как, ну, например, как у меня, дислексия, так они из этого могут сделать талант или что угодно. И даже если кто-то его остановит, верить в свою мечту. Для этого я хочу быть популярной. И я знаю так много чего, что я хочу из-за этого все быть учителем. И это, я даже не знаю, что решить, поэтому я решила все вместе. То есть у тебя мечта все-таки помогать, да? И быть Помощь другим. Вероятно, учителем. это как это На своем опыте, да? Да, на- чуть-чуть похожа на маму. Мне так нравится, как мама, не знаю, почему-то так я решила. Мама твой кумир? Почему-то твой мне пример нравится. для Цель тебя. своя линия. И, Да. в данном случае я выполняю просьбы, а не Вы говорю не- что-то. Но что вы не я ни в коем подталкиваете, случае не Нет. направляете Мне ее? просто Я- нравится, как мама, вот это вот, ее профессия. У меня не 3 знаю. детей, и только вот один человек так влюбился в это творчество. Я Да. ни на кого не давлю. Это мне безумно приятно, что Шелли нравится. Она меня спрашивает, а как ты с этим ребенком работаешь? Ни один из моих детей не интересовался этим. Как ты, почему вот эта девочка не разговаривает и смотрит куда-то вдаль? Как сделать, что ее это интересует, ей это Да. очень интересно. Аутизм ее очень интересует. Почему это так? Да. И, вероятно, потому что она прошла свой путь непростой Ну да. с дислексией. Она писала наоборот, она видела мир наоборот, она не могла А разговаривать потом долго. уже все видела, сейчас И- все хорошо. Сейчас В хорошо. 6 лет ее послали в класс для умственно отсталых детей. Но я пошла в обычный Но она класс. в конце концов пошла в 7,5 лет и в Мгм. обычный. А, Да, в То первый есть она класс. в прошла обычный. свой путь, Да. в котором она может понять, что действительно это не проблема, а это что-то, что можно решить. Как я поверила и- маме, что это талант такой. Она отправила. Как красиво Ее кто-то назвали. спросил в Риге, Действительно. откуда такой талант. Помнишь, в Риге тебя спросили, Да. и она сказала, из дислекции. О, Я даже не это зн- твой ответ был такой? Она связала Я не эти знала, два что момента. это такое проблема. Я верила, что это талант. Я Правда, она сказала, много лет дислексия. верила, что дислексия это талант. А может, действительно это талант? Наверное, да. А кто знает? Это единственное, Может, что мне пришло некоторые в голову так видят ответить это, что это ребенку. проблема. Потому что Действительно. прямо при ребенке много- сказали, многого что не у знаем. нее большая Да, проблема. и я еще мечтаю, чтобы у меня был такой большой дом, я буду жить, а рядом еще поменьше дом, и там будет моя студия, что я буду всех учить. И моя любимая порода это коли или шелты, я все равно не решила. Они такие похожие, пушистые, я всех люблю каких-то пушистых. В общем, мечты много, Много, Мечт. да. так сказать. Шелли, ты замечательная девочка. Я хочу, чтобы сейчас ты в камеру сказала вот в эту камеру, Хорошо. сказала зрителям нашим, чтобы они тоже могли участвовать Да. и рассказать про свои таланты, другие, Да. которые дети смотрят и, Пригласи всех. может быть, боятся или стесняются. Да, Скажи. тут так классно, что я вам говорю, что да, вы можете сюда прийти и рассказать про ваш талант, про ваш, да. Спасибо огромное. Спасибо вам, Тут что очень вы, классно. что вы Спасибо. приехали, что вы поделились своими талантами, своими творческими успехами. Я желаю огромной удачи. И я надеюсь, что мы еще Да. встретимся, может, какой-то еще проект сделаем обязательно. У меня тоже идей много, конечно, но на все это надо и время, и, и желание. Но главное желание. безусловно. Время тогда найдется, правильно? Можно привести. Да.
И благодарю всех телезрителей. Я видела уже и комментарии есть про вас, какие вы замечательные. Спасибо Я так большое. понимаю, что вот Спасибо нас большое. смотрят Да, люди. спасибо. Мы это делаем, правда, от Привет. души, от Да. чистого сердца, не с какими-то связано коммерческими вещами. Да. Просто что у Шелли Конечно. в голове, я стараюсь отложить все свои дела и бегу выполнять. Да. Вы И кто молодец. здесь находится, хочу сказать привет. Всем друзьям можешь, пожелать, да? мне хочется пожелать всем детям здоровья прежде Да, всего. я И мне тоже. кажется, что когда есть здоровье, то можно придумать очень много всего. Даже если нет, Мне можно кажется, придумать. Ну, Правильно. это главное, Правда. что вы в этом мире родились. Это замечательно. Да. Это замечательно. Так, все, наша передача подходит к концу. У нас есть еще одно видео, мы обязательно посмотрим. Это будет такой коллаж музыкальный, да, который Что куски маленькие. кто приготовил этот коллаж? Я сказала, какие Мы с куски Шелли выбрали. сделать. Да. В основном Отрывки сделала, выбрала да. Шелли. Мгм. Из То есть всех это из песен. всех песен, которые ты маленькому, сочинила, да. по маленькому Да. отрывку Шелли- сделано один Шелли видеоклип. сидела, выбирала, какие отрывки ей дороги, Да. а наш друг Валерий Лапшов сделал это очень быстро. Да. Просто талант, умница. Ты на своем стуле сидишь, правильном. Да. Так что все Спасибо. хорошо, удачи, успеха, желаю Спасибо. здоровья и всем нашим телезрителям будьте здоровы, не поддавайтесь никаким паникам, никаким коронам и держитесь. это важно. Мы постараемся не падать духом и творить и сочинять. Да. Все-таки корона много творческих людей выявила Безусловно. Да, я сейчас, замечаю, правильно? в Инстаграме, в ТикТоке, да, полно Так что добавились. Не все плохое, есть только плохое, есть и Да. хорошее. Безусловно. А, Кто как видит этот да. мир, так он и есть. К нему Да. и обращается. Правильно. Благодарю еще раз и Спасибо. наших И телезрителей. Спасибо, Шелли. И приглашаю каждую пятницу смотреть нашу передачу «Артик с Хеленой». И не забывайте заявки. Пишите Helena Gaon @gmail.com. Заявки в любой свободной форме. Просто напишите, что вы такие есть на этой земле, и я вам отвечу с удовольствием. До свидания, до новых встреч. И сейчас музыка Шелли. До свидания.